Вчера вечером иранские военные запустили по Израилю около 200 баллистических ракет. Как утром отчиталась армия обороны Израиля, в общей сложности Иран совершил 4 серии ракетных атак за ночь. Большинство ракет были перехвачены системой ПВО. Но, судя по видео, некоторые ракеты ПВО преодолели и достигли израильской территории. В результате обстрелов Израиля погибли 4 человека, более 70 получили ранения, в основном легкие, от осколков. Судя по всему, Иран пытался целиться в генштаб израильской армии в Тель-Авиве, но попадал с погрешностью в плюс-минус 5 километров. В военные объекты Иран не попал. Несколько попаданий ракет привели к значительным разрушениям в жилых районах. Но израильтяне дисциплинированно сидят в бомбоубежищах, которые есть в стране в каждом доме, а в новых домах вообще в каждой квартире. Это такая комната с толстенными бетонными стенами и железной дверью. В бомбоубежищах никто не пострадал, даже при попадании ракет прямо в здание. Спасибо, кстати, всем за беспокойство в комментариях под прошлым роликом. У меня все хорошо. В моей квартире такая комната бомбоубежища есть, и во время сирен мы находимся в ней. В Израиле в целом с безразличием относятся к ущербу имуществу от ракетных атак. Страховка заплатит. Но вот наличие погибших гражданских в центре страны, скорее всего, приведет к эскалации атак Израиля по Ирану, так как для общества и правительства это крайне чувствительный вопрос, к которому нулевая толерантность. По сообщениям израильских СМИ, авиация свободно работает в иранском небе, в том числе над Тегераном. Агентства Рейтер и BBC сообщили, что целью Израиля может быть не только иранская ядерная программа, но и демонтаж режима аятолл в Иране в целом. Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана и призвал объединиться против режима аятолл. С призывом бороться с нынешним иранским руководством выступил и Реза Кир Пахлеви, сын последнего шаха Ирана. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Пока мы записывали это видео, иранское агентство Фарс со ссылкой на близкий к военному руководству страны источник сообщило, Иран все же планирует атаковать американские базы на Ближнем Востоке, но пока этого не делает. В сегодняшнем ролике мы посмотрим на эту войну с точки зрения Ирана. Как на все это там реагируют? Что говорят по телевизору? Что говорит политическое руководство страны? Нашей редакции сегодня помогал Никита Смагин, бывший корреспондент ТАСС в Иране и автор книги «Всем Иран». 24-й год и особенно его завершение выглядели как провал иранской политики на Ближнем Востоке. Удары по Хамас, разгром Хизбаллы и крах режима Башара Асада разрушили систему прокси-сил, которую Тегеран выстраивал десятилетиями. Казалось бы, вот он, самый черный год в новейшей истории Исламской Республики. Но в ночь на 13 июня противостояние вышло на новый уровень. За один день вооруженные силы Израиля разрушили всю иранскую систему ПВО, уничтожили высшее военное руководство и серьезно подорвали возможность ответной атаки Ирана. Фактически, речь идет о повторении успеха израильских сил в отношении ливанской Хизбаллы осенью прошлого года, когда Израиль провел операцию с пейджерами, а затем несколько недель бомбил Ливан, уничтожая всю верхушку группировки. Но сейчас это все происходит уже в масштабах государства в 90 миллионов человек. Сегодня на кону стоит роль Ирана как важного игрока на Ближнем Востоке. Однако нельзя сказать, что Иран полностью лишился возможности действовать. Уже через несколько часов после начала израильских бомбардировок выживший верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением. «Сионистский, говорит, режим уготовил себе горькую и мучительную участь и непременно понесет ответственность за это преступление», — сказал Хаменеи. Место убитых военачальников и физиков-ядерщиков, сообщил он, займут другие люди, которые продолжат их дело. В схожем ключе, разве что более сдержанно, высказался иранский МИД. По словам министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи, в его ведомстве шла подготовка к новым переговорам с США по ядерной программе, запланированным на 15 июня, но удары Израиля заставили Тегеран сойти с пути дипломатии. А над мечетью Джамкаран в Куме, религиозной столице Ирана, подняли красное знамя мести. Впрочем, подобное случалось так много раз, что назвать этот символ чем-то экстраординарным сложно. Например, красный флаг поднимали после терактов в Ширазе в 22 году. Тогда боевики исламского государства ворвались в мечеть с автоматами. Никаких серьезных последствий от этого красного флага в тот раз не было. Как бы то ни было, уже в пятницу утром армия Ирана заявила о запуске 800 дронов в сторону Израиля. В армии обороны Израиля, в свою очередь, их насчитали около сотни. Все беспилотники были сбиты на подлете и ущерба не нанесли. Иранское новостное агентство Nur News сообщило, что в результате прилетов по жилым районам Тегерана погибли 78 человек и 329 получили ранения.
С раннего утра публиковались видео и фото разрушенных высотных зданий, обломков машин и мертвых тел. Особое внимание обращалось на гибель 4 детей. Среди прочих заявлений иранской страны прозвучало следующее. Нападение Израиля – доказательство, что необходимо развивать ракетно-ядерную программу. Цитирую. «С таким хищным режимом нельзя разговаривать иначе, как на языке силы. Теперь мир лучше понимает настойчивость Ирана в отношении права на обогащение урана, ядерные технологии и ракетную мощь». Ближе к вечеру Иран, как мы сказали в начале, атаковал Израиль в несколько волн. И тут примечательно, что от первых ударов по Ирану до ракетного ответа по Израилю прошли почти сутки. Вероятно, израильские атаки на время парализовали возможность ответных действий. Похоже, свою роль сыграло и уничтожение военной верхушки, и удары по ракетным установкам на иранской территории. И все же иранская сторона сумела восстановить координацию между военными и организовать ответные удары. По-видимому, били всеми доступными ресурсами. Были сообщения о запуске 1000 ракет одномоментно, но в реальности запущено было в первый раз около 100 ракет и несколько десятков в каждой из последующих. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت بزرگ ایران پیامی صادر کردند. متن پیام به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ ایران، رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد به اذن الله. То, что Тегеран нанесет ответный удар по территории Израиля, было ожидаемо. Но существует еще несколько возможных сценариев дальнейших действий Ирана. Вариант первый. Атакам могут подвергнуться американские военные базы на Ближнем Востоке. И судя по поступающим новостям, этот сценарий самый реалистичный. Базы расположены в самых разных локациях – в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. По состоянию на конец 2024 года общая численность американских военных на Ближнем Востоке оценивалась примерно в 40 тысяч человек. Проиранские силы уже неоднократно атаковали такие базы. В январе 2020 года по приказу Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тогда военно-космические силы КСИР, то есть Корпуса стражей Исламской революции, в ответ нанесли удар по 2 американским объектам в Ираке. Контузию тогда получили более 100 человек. А в январе 2024 года иранский дрон, запущенный шиитской группировкой из Ирака, пробил ПВО военной базы в Иордании. Погибли тогда 3 американских военных. В общем, военные базы США на Ближнем Востоке выглядят как одна из наиболее вероятных целей для дальнейших иранских ударов. Оборону осложняет простой факт. Базы рассредоточены по всему региону. При этом прошлый опыт показал, пробиться через ПВО американских военных объектов куда проще, чем проникнуть сквозь плотную и многослойную систему обороны Израиля. Главная угроза, которой стоит ожидать Ирану в случае атаки на американские базы, это неизбежный ответ со стороны ВВС США и вообще вступление Америки в эту войну. Второй вариант – удар по союзникам США. Иран придерживается так называемой концепции асимметричной войны, согласно которой американские союзники могут стать средством давления на Вашингтон. Тегеран может нанести ответный удар по какой-нибудь стране в регионе, по Саудовской Аравии, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Бахрейну или Ираку. Иран неоднократно предупреждал страны региона, что любая поддержка возможной операции США или Израиля будет рассматриваться как враждебный акт. Даже использование воздушного пространства или территории этих государств американскими военными. Но вряд ли иранская страна в нынешней непростой ситуации захочет намеренно портить отношения с арабскими странами Персидского залива. Ведь Тегеран только-только начал наводить мосты в регионе. Ну и, мягко говоря, сейчас Иран не в самом лучшем своем состоянии. Но про мосты. Например, Иран наладил отношения с Эр-Риядом, с Саудовской Аравией. И во время циклов эскалации между Израилем и Ираном Саудовская Аравия держалась подчеркнуто нейтрально. Так что наиболее вероятный сценарий – атаки по американским военным базам. Удар же по другим объектам сильно повысит ставки. Есть и третий вариант.
Тегеран может реализовать свою давнюю страшилку – перекрыть Ормузский пролив, как регулярно угрожает в последние десятилетия. Ормузский пролив – ключевой пункт для мирового рынка углеводородов. Через него проходит примерно пятая часть добытой мировой нефти и треть сжиженного газа. Блокирование пролива может серьезно дестабилизировать экономическую ситуацию в глобальном смысле. При этом нет поводов считать, что для Ирана реализация страшилки станет, как-то очень уж сложной. Пролив уже перекрывали другие заинтересованные стороны в регионе, и за примерами, в принципе, перекрытия морских путей далеко ходить не надо. Йеменские хуситы, имея куда меньшие ресурсы, успешно препятствовали проходу коммерческих кораблей через Красное море. Однако проблема с этим вариантом все же есть. Сегодня от проходимости Ормузского пролива зависит прежде всего Китай. По этому маршруту проходит около половины всей импортируемой им нефти. То есть такой шаг навредит интересам США и Израиля лишь косвенно, а отношения с Пекином, главным торговым партнером Тегерана, испортит точно. Наконец, вариант четвертый. Иранский режим может пойти на борьбу с гражданами США и Израиля. Для начала использовать иранцев с двойным гражданством в качестве заложников. После исламской революции 1979 года в США сформировалась большая иранская диаспора, и многие ее представители не теряют связи с родиной. Поэтому в Иране много людей с двумя гражданствами – американским и иранским. Власти Ирана часто используют таких людей в политических целях. Например, арестовывают обладателя американского гражданства, чтобы затем обменять на задержанных в США иранцев, важных для режима. Подобные аресты используются и для прямого давления на Вашингтон. Так, в 1923 году власти Ирана освободили 5 американских граждан в обмен на разморозку 6 миллиардов долларов в банках Южной Кореи. Такой вариант выглядит наиболее безболезненным для Ирана. Власти будут действовать в собственной юрисдикции против людей, которые не могут дать отпор. Иранские власти могут пойти и по более радикальному сценарию – подготовить покушение на граждан США и Израиля по всему миру. В прошлом Тегеран уже неоднократно отвечал на действия Израиля и США атаками на их граждан в разных точках мира. Например, в 1983 году взорвали казармы американских и французских миротворцев в Бейруте и совершили теракты в Буэнос-Айресе, в израильском посольстве в 1992 году и в аргентинском еврейском культурном центре в 1994. Однако в последнее время успешно проводить подобные операции Ирану удается все реже. Силы безопасности Израиля и США научились предотвращать такие угрозы. В 1922 году иранские спецслужбы пытались организовать покушение на израильских граждан в Турции, но потерпели неудачу. Иранская сторона действительно может обратиться к терроризму, и, учитывая внушительное количество потенциальных целей, такой сценарий может стать одним из наиболее болезненных для противников Тегерана. Несмотря на грозную риторику, обещания мести и новые попытки ответа, инициатива пока явно не на стороне Ирана, а израильская операция на его территории, похоже, только набирает обороты. И поделать он с этим ничего не может. Все ПВО уничтожено, ни один израильский самолет не сбит, хотя летают они там сотнями. Фактически сегодня у иранской элиты вырисовывается два основных сценария. Первый – это решить, что терять нечего и воевать до последнего, а второй – это смириться с участью проигравшей страны и пойти на урегулирование с Израилем и США, отказавшись от цели уничтожить Израиль и создать ядерное оружие. Казалось бы, рациональность скорее диктует второй сценарий. Так можно сохранить власть и предотвратить дальнейшую эскалацию. Однако далеко не факт, что Тегеран выберет именно этот вариант. Генералы, пришедшие на смену убитым предшественникам, могут оказаться более радикальными и решительными. А поражения в шиитской традиции могут быть истолкованы как неизбежное мученичество. Мол, терять уже нечего, зато можно хоть погибнуть достойно. При негативном сценарии иранская сторона может начать лихорадочно отвечать всем, кому только может, не задумываясь о целесообразности. Тогда в дело могут пойти самые радикальные варианты, что вряд ли улучшит положение самого Ирана, но может запросто ухудшить ситуацию в регионе. Мы продолжим следить за ситуацией и анализировать ключевые моменты. До завтра.